подъем 12 баллов. Ветер 30 узлов в секунду. Добрый день, ребята. Вот я услышал свой голос 16 лет назад, когда-то произнес я эту фразу. Это мой первый контракт под флагом. Пошел я туда в 32 года. Ну, это уже через 2 месяца стал 4-м механиком. Пароход, ну, уже мы его не найдем нигде. Какой-то Marine Traffic, потому что его, скорее всего, распилили на иголки. Постройки он был 1980 года. Построен в Норвегии. Там даже были некоторые трубы из цветного металла. Тип ОБО. От слов ore — это руда, балк, балкер, oil, масло или там топливо. В общем, нефтерудовоз. Такой универсальный. Перевозил и уголь, и дизельное топливо, там, и нефть, и все можно было. Все можно было перевозить. Конечно, для матросов там было не очень весело в плане замывки трюмов. И, ну, печально, что сказать. На этом ОБО я был вместе с женой. Она работала на камбузе. Ну, здесь только запечатлен я один. Просто по какой-то счастливой случайности эта запись осталась целой, потому что я записывал на видеокамеру, которую взял у 3-го механика. И записал на цифровой носитель еще очень давно. И сейчас вспомнил об этом и еле-еле вытащил на свет. Значит, что здесь? Здесь мы идем в декабре 2000 года из Амстердама в Нью-Йорк. И потом через 9 месяцев взорвут эти башни-близнецы. Мы там тоже около них стояли. Шторм, действительно 12 баллов, но сейчас он так не очень сильно похож. Но в конце видео вы увидите, когда корма уже там... Кстати, я этот момент не заснял, но ночью она просто уходила под воду. Мы там ставили насосы и откатывали воду из стирингия-рум, из рулевого отделения. Ну, потому что не всегда получается заснять именно такие. Вот сейчас, кстати, очень даже неплохие волны. Шатало, как говорится, не по-детски. И во всей этой ситуации, я не знаю, там капитан был, даже помню, как его зовут, Теймураз Давидович. Ну, греки ему сказали: иди, и он пошел. Хотя, вот, кстати, это мой моторист Коля. Потом мы с ним встречались. Ну так, телефоны уже потерялись. И я в этот момент бегал с камерой, ждал только, когда же будет побольше волна. А капитан, потом дальше мы увидим, сидел в сторонке на правом крыле и бедно держался за сердце. Ну, а кто ж ему виноват? Вот лично тоже неплохая волна. В этом рейсе капитан, если что-то где-то видел, там небольшие волны, какие-то циклоны, все, мы обходили стороной. И просто ходили 4 месяца, как в озере. Этот красавчик поперся напрямую. И потом мы имели из этого очень много проблем. Вот, кстати, эта штука, снова же я не помню ее название, меня 2 человека спрашивало. Вот она работает как вентилятор. Когда уже в Вайперс, это дворники не справляются, потому что, вы смотрите, какой ветер, там постоянно морская вода, которая засыхает, соль это, просто будет ничего в рубке не видно. И вот я как раз видеокамерой снимаю через эту штуковину, которая разгоняет всю эту воду с иллюминаторов. Вот. Шторм был, да, действительно 12 баллов, там громаднейший циклон. Что мы имели в конце по приходу в Америку? У нас было 40-50 трещин по палубе. Потом трапы переходные просто завязало в узел. И когда мы стали на якорь, к нам подошли 2 баржи. Мы уже было пришланговались в выгрузку. Я не знаю, почему так случилось. Вначале должен был Косгард приехать, потом же он и приехал. Приехал, походили, посмотрели и арестовали нас на месяц. Начали заделывать эти трещины, я уже не помню каким образом, но я помню достоверно то, что везли мы
дизельное топливо, и оно попало в балластные танки. И фитера, то есть сварщики, варили новую систему, чтобы подавать инертный газ в балластные танки. Вот уже хорошая волна идет слева. О, сейчас будет. Танкер. Танкер был 250 метров длиной, 33 метра шириной, Panamax. Ну, потому что Панамский канал проходит 33 метра, 32-33 метра. Хотя сейчас расширили, и могут такие танкера проходить, как и мой последний, на котором я работал. Ну, вот этот вот нефтерудовоз, он ровно в 2 раза меньше того, 78 тысяч тонн. Мой последний был 158 тысяч тонн. Вот вышел штурман, замеряет ветер, я вообще не знаю почему. Потому что сейчас это все замеряется в автоматическом режиме. Ну, видимо, 2000 год был. Так, мало того, после того, как мы пришли в Америку и простояли месяц, и потом на радостях снялись с якоря и пошли на выгрузку в Нью-Джерси, снова мой моторист. Коля, она будет работать или нет? Конечно будет. Если Коля взял, то точно будет. Вот так вот. Вот так папа работает. Это я снимал для его сына. Так папа работает. Тебя? Вот была еще одна женщина, вот жена с ней работала. А это ее муж, даже помню фамилию, Блинов. Была такая уникальная запись, когда они вместе ходили по этому торговому центру наверху. А вот там справа сидит капитан, держится за сердце. У этого матроса была тоже видеокамера. Они посетили торговый центр, моя жена, его жена и он. Ну, до того, как я приехал. И вылезли прям на эту смотровую площадку. И были эти уникальные съемки. Но у меня их сейчас нет. Можно... А вот и я. 16-летней давности. Худой, с волосиками. Четвертый механичек. 2 месяца. Уже сын мой больше меня работает. А вот уже и корма начинает. Корма под воду ушла. Я все пытался ловить эти волны. Потом мы начали вылазить с левого борта. И такой был ветер, такой силы был ветер, что моторист просто ногами открывал двери, а я высовывал руку с камерой и снимал. Но это будет дальше. Просто уникальный шторм. Если бы я, конечно, имел бы GoPro и вернуться назад, было бы намного интереснее. Ну, хотя бы осталось, что осталось. Вот, смотрите, корма. У нас бассейн, и там привинчен этот пропеллер, лопасть одна из цветного металла. О, хорошо. Океан просто кипит, просто кипит. Там уже не только барашки были, волны, ну, сносил. Когда уже волна, ее сдувает ветер, она превращается в белую пену, это уже, конечно, что-то с чем-то. А вот дальше я пару волн поймаю, когда мы будем погружаться вниз, и волна будет на уровне трубы. Ну, это, я не знаю, сколько это, метров 30. Очень, очень хорошо было. Так я не дорассказал. И дальше мы пошли в сторону Нью-Джерси. Вот, смотрите, как хорошо. Прямо пена. Я отснял же эту статую свободы с правой стороны, эти башни-близнецы. Начали мы разворачиваться, швартоваться к причалу. И новая оказия. Ох, хорошо, вот пошло уже. Вот пол трубы, половину трубы волна. И там лежала какая-то затонувшая баржа. А мы как раз вот забункеровались перед мостом Бруклинским. И напоролись на эту затонувшую баржу.
А дело было под Рождество, 25 декабря. И благодаря холодной воде, сколько она там была, плюс 4 градуса, это топливо просто вылезло и застыло. И снова власти, Косгард, 30 человек, береговая охрана, адвокаты, там, этот лоцман убежал сразу, потому что это как бы его вина. Алкотест, тесты. Мы застряли еще на 2 месяца в Америке. Потом пошли в один драйдок сухой, заварили эту трещину. Потом вызвали священника, он причем американский священник был, ну, вот смотрите, какая волна. О, хорошо. И мы стоим там с матристом, радуемся. Ловим, где бы побольше было. Он нас всех перекрестил, сказали, кто хочет, идет в драйдок, этот сухой док в Румынию. Кто не хочет, пусть списывается. Но я думаю, первый рейс, куда же списываться. Перекрестились и пошли. Вот мы вылезли с левого борта. Моторист держит ногами двери эти железные, потому что они закрываются. А я высовываю руку с камерой и снимаю. Я музыку специально не накладываю, чтобы слышать шум океана. Понятно, и качество видео не то, и звук не тот, и охват не тот. Ну что сделаешь? Так, где там вода будет? Это такой уникальный рейс получился. Потом мне бы надо было после сухого дока, драйдока уезжать домой, а я решил еще раз в Америку сходить, денежек заработать. Получился контракт 9 месяцев, ну, под конец там сделал пару косяков, опыта не было, вот матриц бедный держит дверь, как бы, вот смотрите, сколько воды. Эти стоят грибки, airheads, стопленных танков, чтобы вода не попадала в танки, там поплавки. Получается, что на меня написали не очень хорошую характеристику. Это был первый и последний рейс в этой компании. Я очень переживал, после этого не мог год и 3 месяца уйти в море, но благодаря этому пароходу, этой компании и вообще этой ситуации я благодарен тому человеку, который там написал эту гадость на меня. Я просто начал себя раскидывать по интернету, везде эти application forms, стал самостоятельным, начал менять компании, перестал всего бояться и как бы сейчас чувствую себя как рыба в воде. А то бы сидел тут до сих пор. Вот это самый интересный момент. Смотрите, какая волна пошла. Раз. Ну, это я целый день бегал и пытался поймать. Вот пошла корма вверх. Все, снова вниз. Ну, что это за волна? Я не знаю, метров 20. Кошмар. Там, если бы на рыбаках бы работали, все, унесло бы уже куда-то. А мы радуемся там. Эх, как на качелях. Просто океан кипит, как чайник какой-то. Еще и ветер такой все это сносит, ураганище. Ну что, ребята, подписывайтесь на канал, на все соцсети. Все, конец моего видео. Следующая серия будет уже продолжение моего путешествия на супер большом танкере. Будет уже очень много всего интересного, потому что там случилось. Пойдем мы снова в Америку. Все эти будут инспекции, проверки, косгарды, антинаркотические инспекции и прочее.